Снова здравствуйте, доброе утро, у нас утро, правда уже пол 11 почти, 15 минут 11 уже практически день. В общем, привет из Славянска. Мы продолжаем опустошать нашу морозилку и запасаться на непредвиденные ситуации провизией. Что я делаю? У меня в морозилке осталась рыба, дорылась я, докопалась до рыбы. Мы покупали толстолоба, остались головы толстолоба, немножко мяса толстолоба и головы. Куда их девать? Долго думала их засолить, но толку от этого будет мало, а соль сейчас дорогая. Вот. И кто их будет есть? Собаки не знаю, будут ли есть. И я решила вот так вот проэкспериментировать, законсервировать уху. Практически. То есть взять, порубать головы, вытащить жабры, они уже вытащены, глазки выколупать, конечно, потому что глазками консервы будут смотреть в погребе на друг дружку, это не очень красиво, вот примаргиваться друг к другу будут. И я решила взять их, разделать, и как обычную консерву, я закрывала уже до этого толстолоба, закрыть головы. Вот сейчас буду делать это первый раз и попробуем. В принципе, думаю, должно получиться. В общем, смотрите, вот так ближе, Максим, подойди. Вот такие вот куски я порубала головы были большие. Вот такие вот куски у меня получились. Вот. Сейчас я попытаюсь это все запихать в банку. У меня литровые баночки есть. Вот, и пол-литровые. То есть какие побольше куски пол-литровые, поменьше пол-литровые. Попытаюсь, будет ли оно запихиваться сюда. Надеюсь, запихается. Вот оно сейчас плохо запихивается, зараза. Придется, наверное, убирать. Так. Ой, господи, сейчас еще побью банки. Так. Так вот Муся пришла, почувствовала, что здесь рыбой пахнет. Это та самая старая кошка в нашем доме. Вот такие вот костяки. Посмотрим потом, что вот это вот рот, так сказать. Мы разложили голову по банкам. Конечно, было сложно, но я так постаралась запихать. Конечно, получится не такое количество тушенки. Сейчас оно консервирует. Сейчас оно ужарится. Потом пальцы немножко. Оно ужарится. Потом мы добавим масло, воды немножко и масло. Масло обязательно, так как в рыбе нет столько жира, а консервантом в любой тушенке, консерве прежде всего есть жир, то мы через 4 часа, 3-4 часа тушения мы добавим потом масло, водичку и масло. Да я покажу в каком соотношении. Сейчас мы накрываем. Да, кстати, вот мы положили рыбу, ничем я не заливаю. Никогда не заливаю. То, что осталось в кастрюле, там маринад, когда я мариновала, маринад. Я не сказала про маринад. Когда вы разделаете рыбу, мариновать надо соль, перец, соли, опять же, чтобы было соленое. Не бойтесь, попробуйте языком. Нужно, чтобы рыба была соленая, именно соленая. Перца тоже не жалейте, будет вкусно. Не красного, желательно черного. Душистый перец. Лавровый лист я не ложу. И постарайтесь где-то, если у вас вот такая вот кастрюля, как вот у меня кастрюля была 6-литровая, то на 6-литровую кастрюлю рыбы полной, вот пол-литровую банку, конечно, это много, спирта. Спирт, водка, у кого что есть, водка. Спирт, конечно, чистый там нет, но водка, вот пол-литровая банка. Это консервант. Обязательно. Я никогда не делаю без маринада. Вот у меня рыба вчера я разделала днем, и вот у меня ночь мариновалась рыба. Сейчас я ее запаковала. Маринад я вылила.
Я никогда не заливаю маринадом, потому что сейчас у нее появится очень много сока. И если залить маринадом, он просто полезет сверху. Поэтому вот так вот ставлю, накрываю крышками без резинок, как я уже так, нет, без резинок, вот так вот накрываю. И поставлю на 170, на 180 градусов, ну 175, там у нас там не точно, но 175 градусов на 4 часа. А потом мы встретимся с вами и продолжим наш разговор. Здравствуйте, дорогие подписчики! Это вторая часть видео о тушенке с толстолоба. Первая часть, когда мы сняли, мы благополучно банки поставили в духовку, и благополучно нам через час отключили свет. Произошла авария на высоковольтке. Говорить не буду. Кому нужно, пускай ищут это в Инстаграме и в Ютубе, если кому-то нужно узнать, что у нас в Славянске происходит. Вот, не только в Славянске, Краматорске и везде. Но мы поставили, оно все отключилось, и я не знала, что дальше. То ли это все выкидывать, то ли включится таки свет, или нам засунуть эти банки в костер и допекти их. Я не буду выражаться, ребенок меня снимает, улыбается, кстати, ребенок, который, когда мы поставили банки и узнали, что света нет, мы решили развести костер и все-таки эту рыбу дожарить. И вот пошел рубать дрова, сломал себе, почти сломал нос поленом. Сейчас он стоит, он там снимает, у него распанаханный нос, вызывали МЧС, пожарную, в общем, все вызывали, в общем, у нас веселый день был. Но все-таки вечером включили свет, и наша тушенка доготовилась. Вот она, и вон она. В общем, после того, как она протушилась часа 4-5, нужно взять. В ней уже не будет жидкости, сразу у нее будет жидкость. Потом вы открываете, доливаете воды и где-то так, чтобы на палец толщиной сверху плавало масло. Подсолнечным маслом заливаете. И ставите еще на часа 3 при 120 градусах. Естественно, что все равно жидкость будет выкипать. А, еще крышки меняете, те, которые без резинки убираете, и в кипяточке подержите, и надеваете эту крышку с резиночкой уже. Почему я это все не снимала, я вам сейчас скажу. Потому что было 3 часа ночи, а оператор со сломанным носом спал под воздействием обезболивающих. Поэтому, извините, все это я себя снимать не умею, надо учиться, конечно. Вот. И вот где-то часа 3 оно протушилось. И вытушилось, вот покажи, Максим. Вот столько воды вытушилось, жидкости. Не бойтесь, не бойтесь. Если вы считаете, что должно быть до верха, можете долить до верха и протушить еще часок. И тогда оно у вас будет полная банка. Я не делаю так. У меня уже стоит тушенка, особенно рыба, где-то мясо. Поэтому ничего страшного не будет. Оно все законсервировано под вакуумом, под температурой 180 градусов было. Поэтому не переживайте, она будет, ну естественно, лучше, если она будет стоять в подвале. Если она будет, как у нас сейчас, жара 30 градусов, а вы поставите там где-то на солнце, то дня за 4 она, конечно, может там начинать какие-то у нее происходить. Хотя нет, хотя вот мы угощали знакомого нашего хорошего, она у него на столе в беседке стоит спокойно и не портится. Так, ладно, еще момент. Нас спрашивали, вот много людей пишут, вот почему вы так заморачиваетесь, ставите в духовку, запекаете. Да запихали все в кастрюлю, проварили хорошо, отделили косточки от мяса, мясо взяли, порубали, закрыли холодец в банке, и будет у вас холодец. У вас будет именно холодец. А я делаю запеченное мясо. Дело в том, что любое мясо, когда вы готовите термически в духовке, оно запекается, я притом не добавляю воды, когда запекаю первые 4 часа, и оно запекается, получается, как вкусное запеченное мясо. Если я просто проварю его, не заморачиваясь, это будет уже обычные куски вареного мяса.
И вкус будет другой, и удовольствие, когда вы будете кушать, будет не очень. Ну, вареное мясо и вареное мясо. Поэтому я так не делаю. Я делаю, да, заморочно, да, проблематично, мариновать надо. Но все это потом дает очень хороший результат. Попробуйте. А, и еще один момент. Когда вы варите на печке, притом у нас сейчас газа нет, у нас электрическая печка, вы больше 100 градусов не можете довести температуру тушенки, когда вы ее закрываете. Даже если вы ее стерилизуете в воде. А в духовке я довожу до 170, до 180 градусов, когда стерилизуется и закрывается мясо. То есть идет стерилизация намного выше по температурному режиму. Поэтому, ну, каждый, конечно, делает, как он может. Я абсолютно не против. У нас вот у мужа знакомый на работе, там он закрывает вареную именно тушенку. Я закрываю так. Спасибо, конечно, за то, что вы пишите рецепты, сбрасываете. Мне очень интересно смотреть и читать рецепты новые. Я очень люблю узнавать все новое. Пожалуйста, нам нужно это. Пишите, как вы закрываете, что вы об этом думаете. Давайте будем общаться. Ну, в принципе, это все. И до следующих видео.